не так много машин, которые могут похвастать вот такой всемирной известностью, как Ford Mustang. И сегодня мы с вами выясним, действительно ли это американская мечта или просто модняшка, надутая рекламой. Мустанг представлен в двух вариантах. Это купешка с железной крышей и вот такой вот кабрик, как у меня. Немного цифр, друзья, как вы любите. Цена на Мустанг стартует от $26 670 за такой бюджетный, модель называется EcoBoost, 2,3 литра движок и 310 лошадиных сил. Дальше идет, конечно же, GT-шка от $35 тысяч и 5-литровый двигатель. И, конечно же, друзья, Shelby, который начинается от $60 тысяч с двигателем 5,2. Но, друзья, давайте сегодня не о рядном V8 и независимом многорычажной подвеске и даже не о 10-ступенчатом автомате, а просто сядем в эту тачку и прокатимся! Всегда хотела сделать это, как в американских фильмах, когда у тебя есть кабрик, и ты в него запрыгиваешь. Ну что, друзья? И я за рулем легенды. В руках знаменитый руль с лошадкой, и внутри его, посмотрите, друзья, даже тумблеры есть. Почувствуй себя пилотом настоящего самолета. Ну что, поехали прокатимся, заодно заедем в одно легендарное место и пройдемся, конечно же, по минусам этой машины. Слышите этот звук? Погнали! Кабриолет, океан, ну вот она, настоящая американская мечта. И, конечно же, Мустанг, руль Мустанга в руках. Мы сейчас с вами едем по Pacific Coast Highway, и это дорога из игры Need for Speed и GTA. Но я вам скажу, ощущения офигенные. И прямо сейчас я предлагаю порычать немного нашим Мустангам и разогнаться до соточки. Денис, готов? Погнали! Вот, мне кажется, только за эти ощущения, за это фирменное рычание люди и выбирают Мустанг. Ну и, конечно же, за возможность вот так вот, например, в кабриолете открыть крышу и насладиться. Мустанга могло и не быть. Представляете себе, да, если бы компания Ford в 60-х не потеряла свои позиции. Среди молодежи Ford считалась не модной маркой, производили машины для фермеров и для дедушек, как они говорили, и засматривались в сторону тогда модных Мазерати и Феррари. Ну, как бы их реально можно понять. В Форде решили, что надо разработать машину, которая будет гоночной, которая будет популярной, драйвовой у молодежи. Итак, в 1964 году появился он, легендарный Мустанг, автомобиль, который коллекционеры называют 64,5. И это был нереальный успех. После первой же презентации было продано 22 тысячи автомобилей. И вы только представьте себе, но на логотипе не должна была быть лошадь. Новые и раритетные Мустанги. Ничего, друзья, не изменилось. Прошло 6 поколений машин, а до сих пор люди хотят ими обладать. И это уже независимо, коллекционер ты или студент. Мне кажется, большинство хочет обладать Мустангом. Но самое удивительное, что в свое время в Америке эта машина считалась автомобилем для бедных. И сейчас чуть позже я вам расскажу, почему. Мустанг неразрывно ассоциируется с V8, с мощью, с рычанием. Но сейчас Ford стал делать версии с V4 более экономичные, потому что запрос, конечно, изменился. И изменился он еще, знаете, со времен, когда был большой нефтяной кризис в Америке. Тогда даже Мустанги, вы представьте себе на минутку, выпускали 86-сильными. Они просто, не ехали, друзья. Сейчас все изменилось, люди все равно хотят экономить топливо, но при этом обладать Мустангом. Вот так вот появились у Мустанга V4, которые разлетаются, я вам скажу, друзья, как реально горячие пирожки. То есть не каждый сейчас хочет купить себе 5-литровый прожорливый движок. Самое интересное, что название и знаменитую лошадку на радиаторной решетке машина получила в последний момент. Ее планировали назвать Пантерой. Но маркетологи подумали и решили, что, ребят, у нас уже есть Ягуар в семействе кошачьем переполнения, поэтому давайте-ка Пантеру с радиаторной решетки снимем и машине придумаем новое название. Как он едет, это, конечно, просто сказка. Мне очень нравится в Мустанге сиденья, такие вот ковши, которые тебя вот прям, знаете, можно сказать, обнимают. Реально очень хорошо сделано, и вот ты сидишь в них и чувствуешь себя очень комфортно. Для любителей классической приборки вы можете увидеть здесь стаканчики, в которых будет зашит спидометр, тахометр. В общем, на самом деле машина внутри сделана очень хорошо.
кожаная прошивочка. Вот не выглядит, знаете, вот это вот какого-то дешевого пластика. Хотя эта машина, повторюсь, это не люкс, это не премиум-класс. Машина Mustang доступна. Я вам скажу, даже рабочему классу в Америке спокойно можно взять ее в кредит либо в лиз. И при этом она сделана очень добротно. Есть две версии происхождения названия. Первая, естественно, лошадь Mustang – это лошадь, которая обитала на просторах североамериканских. И вторую машину назвали в честь одноместного военного истребителя времен Второй мировой войны. Но что в одном, что в другом случае, вот эта лошадка должна была отражать дух бунтарства, драйва. И машина должна была стать американской мечтой на колесах. Добавим ложку дегтя в эту бочку меда. Поговорим о минусах Мустанга, за что его часто ругают. В первую очередь ругают за как раз-таки 10-ступенчатый автомат. Любители говорят, что, ребятки, потупливает. И второе, ломучая штука. Даже подавали владельцы Форда коллективный иск, потому что 10-ступенчатый автомат такой же ставят еще на Форды F-150. Они очень популярны в Америке. Поэтому вот это как бы с одной стороны особенность Мустанга, 10-ступенчатый автомат, а с другой стороны это его и минус также. Про подвеску, друзья. Но хотелось бы, по крайней мере, мне чуть-чуть машину помягче. Я, конечно, понимаю, что это спортивный автомобиль, ну, хотя бы с намеком, да, на спортивность, но хочется чуть больше комфорта, особенно на наших дорогах, вот здесь вот в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, они такие неровные, хотелось бы чуть помягче. Но для любителей спортивного нрава, жесткой подвески, я вам скажу, друзья, Mustang подойдет просто идеально. Mustang считался спорткаром для бедных, красивым, но не люксовым. А Ford пошли на это намеренно, то есть они уменьшили стоимость для того, чтобы конкурировать с итальянцами, с Ferrari, Maserati, в общем, пытались сделать доступную машину. Это было и минусом Форда, потому что одни люди хотели видеть в нем muscle car и гонять, а вторые хотели видеть просто красивый семейный автомобиль. По факту Mustang не являлся ни тем, ни другим. Ford таким образом хотел прочно усидеть на двух стульях. Но в скором времени появилась заряженная версия Mustang Shelby. Ее авторство принадлежит автогонщику Формулы-1 Кэролу Шелби. И это легендарная белая машина с синими полосками V8. В общем, знаменита она до сих пор во всем мире. Испытаем спортивный режим и спортивный нрав. Погнали! 2, 3. Стоит переключиться на спорт. Как только переключаешься на драйв, сразу руль становится таким, знаете, домашним, мягким, уютным. Я помню, когда увидела первый раз Mustang в журнале, красивый, красный, с этой лошадью, я просто вырезала его и прикрепила на доску в надежде, что когда-нибудь смогу кататься на таком, либо купить себе его. Для американцев, вот интересно, остается ли Mustang мечтой? Давайте прямо сейчас выйдем с вами и спросим, насколько здесь сейчас в США они любят Ford Mustang. Do you like Ford Mustang and why? Nah, I'm more of a Corvette guy. But I own a Corvette, so. I just like something faster. A lot faster than a Mustang. What do you think about this car? You can be honest. Yeah, I'm not a huge Ford fan. I like foreign models. Oh, really? Yeah. Why you don't like a Ford? Should I not be saying this? Yeah. I think it's just a personality thing, and I think they're kind of old and uninnovative. What about you, Kel? I love it. I love the red. Really? So far, I drive an Audi personally, so I usually like more European cars, but the Ford Mustang, yeah, it's a pretty cool car. First of all, I love its reputation, its history. Yeah. Of course, obviously it looks really amazing. Who wouldn't love that car? Готовы удивиться? Mustang входит в класс машин, которые называются Pony Car. Почему так называется, собственно? Pony Car – это машина с классической трансмиссией, то есть не спортивной, но при этом с длинным капотом, с коротким багажником, с форм-фактором как раз-таки спортивной машины. Поэтому да, Mustang, как только появился в 1964 году, так стартовал класс Pony Car'ов, и Mustang гордо носит это название. А еще, когда ты мчишь по городу на красном кабриолете Мустанге, то реально из машин люди поворачиваются, высовываются, ее начинают фотографировать. То есть для тех, кто любит привлекать внимание, такая тачка подойдет идеально. Ну или для тех, кто мечтает познакомиться.
Ну что, друзья, мы с вами приехали. Пирс Санта-Моники и окончание трассы Route 66, как ее здесь называют, главная улица Америки. А машинку я сегодня взяла у ребят из Hollywood Rides. Если вы собираетесь в Лос-Анджелес, то смело заходите к ним. Много всяких вариантов. Мустанги, Теслы, Лексусы. В общем, куча всего. Машина на любой вкус и бюджет. Ссылочки на ребят я оставлю в описании к этому видео. Очевидно, что Мустанг на самом деле это машина для одного, максимум двух. Но потому что заднее сиденье, как вы видите, ну, не очень там много места. Давайте прямо сейчас залезу сюда, потому что все это время я ехала на, естественно, водительском сиденье. Посмотрю, насколько это вообще удобно. Так, как говорится, знаете, колени надо прижать к ушам. Так что, если захотите покататься на Мустанге вместе со своими друзьями, то, мягко говоря, будет друзьям не очень удобно. Мустанг, конечно, не напичкан электроникой, как та же Тесла, но здесь есть тоже камера заднего вида. Давайте посмотрим, что нам тут покажет. Пожалуйста, разметочка помогает ориентироваться, парковаться. Все выглядит неплохо. Конечно, что Мустанг – это не машина для зимних дорог. Тут американцы отдадут предпочтение больше Челленджеру, либо Ягуару F-Type, но никак не Мустангу. А вот для дорог Калифорнии, Флориды, теплых штатов, я думаю, что такой вариант, особенно в кабрике, будет идеальным. А самое кайфовое, конечно, в кабриолете – это закрывать и открывать крышу. Сейчас покажу, как это делается в Мустанге. Жмем волшебную кнопочку, и кабриолет превращается в элегантный автомобиль. Внутри есть специальный рычажок на крыше. Оп, зафиксировали. Теперь можно поднимать стекла. И я хочу, кстати, вас немного порадовать. У меня есть вот такой вот железный значок Route 66, мячик Dodgers, и я разыграю их среди комментов под этим роликом. Чтобы принять участие, киньте коммент, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Кстати, кто интересовался розыгрышем айфона, нужно зайти в ролик про Теслу, посмотреть, все подробности будут там. Мустанг, конечно, легендарная тачка, и действительно трудно встретить какую-то другую машину, которая, например, больше, чем Мустанг, снималась в кино. Джеймс Бонд на ней гонял. Например, Уилл Смит в фильме «Я легенда», да, на красном Мустанге с белыми полосками. Я, честно скажу, сегодня реально кайфанула за рулем этого красного Мустанга. Друзья, понравилась ли вам тачка? Поделитесь своим мнением в комментах. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. И увидимся с вами в новых роликах. Скоро на канале много других классных тачек. Bye, guys!